В эпоху, когда автомобильный дизайн все чаще сливается в однообразные обтекаемые формы, появление нового Chery Fulvin X3L выглядит как вызов трендам. Этот свежепредставленный компактный гибридный кроссовер демонстративно отказывается от моды гладких аэродинамических линий и делает ставку на брутальный квадратный стиль. Такой дизайн редко встретишь среди современных машин. И пусть внешне он отсылает к олдскульной эпохе внедорожников, строгие формы, крепкий силуэт и настоящий дух приключений. Но под этой брутальной оболочкой скрывается современная начинка. Мощная гибридная установка, полный привод уже в базовой комплектации и набор технологий, который заставит конкурентов с их модным аэродинамичным дизайном смотреть в сторону с легкой завистью. Ну что, не будем тянуть, давайте узнаем, что собой представляет этот кроссовер. Для начала стоит отметить, у новинки от Chery сразу два варианта трансмиссии. Первый – полностью электрическая версия с более компактными размерами, которая получила название X3. Второй – гибридный вариант с увеличенным запасом хода, в названии которого добавлена буква L, и называется он Fulvin X3L. По сути, обе модели – это обновленные и переосмысленные версии серии iCar 03, но с улучшенным оснащением и расширенными возможностями. Экстерьер X3 и X3L сразу бросаются в глаза благодаря своим характерным вертикальным дневным ходовым огням и широкой светотехнике, объединенной черной декоративной панелью с логотипом Chery. Двухцветная окраска кузова придает автомобилям современный и стильный вид. По бокам расширенные на 42 мм рельефные колесные арки. Компания также уделила внимание аэродинамике кузова, например, скрытые дверные ручки и аэродинамические диски. Они помогают снизить коэффициент лобового сопротивления до 0,32. Задняя часть выполнена в едином стиле с передней. Строгие вертикальные фонари, распашная дверь багажника и компактный бокс для снаряжения. Chery явно делает ставку на сочетание технологичности, практичности и яркого дизайна, чтобы привлечь как молодых покупателей, так и опытных автолюбителей, ищущих универсальный автомобиль для города и путешествий. Длина гибридной версии X3L составляет 4545 мм, ширина 1950, высота 1815, а колесная база 2783 мм. Электрическая версия немного компактнее, короче на 218 мм, уже на 40 мм и ниже на 10 см, при этом колесная база уменьшена почти на 7 см. Несмотря на несущий кузов, который делает управление комфортнее и устойчивее на асфальте, новинка не боится легкого бездорожья. Геометрическая проходимость вполне достойная. Угол въезда – 22 градуса, угол съезда – 30, дорожный просвет – 225 мм. При этом внедорожная резина идет на 19-дюймовых колесах, а для города и трассы доступна шоссейная резина на 21 дюйм. Масса автомобиля варьируется от 1840 кг до 2 тонн. Для гибридной версии предусмотрен опциональный фаркоп, который позволяет спокойно буксировать прицеп весом до 1600 кг. Силовая установка электрокара доступна в двух вариантах – задний или полный привод. Заднеприводная версия оснащена электромотором мощностью 252, а полноприводная – суммарной мощностью 342 лошадиных сил. Максимальная скорость ограничена на отметке 150 км в час. Обе версии используют литий-железо-фосфатную батарею емкостью 68,4 кВт-часа. Это позволяет заднеприводному варианту проехать до 520, а полноприводному – около 400 км по китайскому стандарту измерения запаса хода. Подробные технические характеристики пока производитель не называет. Под капотом Fulvin X3L современная гибридная система Chery Kunpeng Super Performance CDM, сочетающая в себе последовательный и параллельный типы работы. Основу составляет турбированный 1,5-литровый двигатель мощностью 156 сил, который может как заряжать батарею, так и подключаться к вращению колес при высоких нагрузках. Главное же в этой связке – электромоторы, обеспечивающие суммарную отдачу 428 сил и 505 ньютон-метра крутящего момента.
Автомобиль работает исключительно с интеллектуальной системой полного привода. Разгон до сотни всего 4,7 секунды, что вполне достойно для кроссовера, а максимальная скорость ограничена 170 км в час. Покупателям предложат два варианта тяговой батареи – 20,6 или 33,7 кВт-часа. В зависимости от выбора, на электротяге можно проехать от 90 до 150 км. Идеальный вариант для ежедневных городских поездок без единой капли бензина. Внутри новый кроссовер продолжает радовать сочетанием брутального дизайна и современных технологий. Передняя панель выдержана в строгом и прямолинейном стиле, никаких лишних изгибов, только четкие линии. Но главная звезда здесь – цифровой кокпит. Это полноценная виртуальная панель приборов вместе с большим 15 и 6-дюймовым экраном мультимедийной системы. Особенно классно, что при переключении в внедорожный режим на экране появляются данные в реальном времени – высота, уклон и сцепление шин с дорогой. Отдельного дисплея для пассажира пока нет, и это радует тех, кто устал от изобилия экранов в салоне. За плавность и скорость работы интерфейса отвечает мощный чип Qualcomm Snapdragon 8155. По бокам салона и внизу под центральным дисплеем крупные дефлекторы вентиляции. На центральной консоли беспроводная зарядка для смартфона, что оценят современные пользователи. Отдельно стоит отметить крепкие поручни на центральной консоли, явный намек на внедорожный характер автомобиля. За доплату в центральном тоннеле можно получить бокс с функцией обогрева и охлаждения от минус 6 до плюс 50 градусов. Ну и фишка, которая точно пригодится на узких дорогах. Обзор на 540 градусов с центрального экрана. Видишь все вокруг, как на ладони, и маневрируешь без лишних волнений. Ожидается, что топовая версия будет оснащена интеллектуальной системой вождения Falcon 500. Эта продвинутая аппаратная комбинация включает бинокулярные камеры, 5-мм радара и 12 ультразвуковых датчиков. Все для того, чтобы обеспечить функции помощи водителю второго уровня. Помимо привычной высокоскоростной и городской навигации, новый автомобиль получит и удобную функцию парковки с памятью. Старт продаж запланирован на 16 августа. Именно тогда появится возможность узнать все подробности о характеристиках и официальных ценах. Местные СМИ уже начали делать предположения. По их оценкам, стоимость нового кроссовера в пересчете с местной валюты может составить примерно от 14 до 22 тысяч $. Новый кроссовер от Chery – это удачное сочетание смелого дизайна и современных технологий. Варианты с экономичным гибридным двигателем и полностью электрической версией с нулевыми выбросами отвечают требованиям времени и заботе об экологии. Полный привод и богатое оснащение делают эту модель действительно универсальной. Этот автомобиль отлично попадает в запрос современного покупателя, который хочет получить все в одном флаконе. Стильный образ для городских улиц, комфорт на длинных трассах и при этом достаточную проходимость, чтобы не бояться легкого бездорожья и спонтанных приключений. Теперь остается только дождаться официального старта продаж и узнать, по какой цене можно будет заполучить этот новый кроссовер. Вот и все на сегодня. Спасибо, что остаетесь с нами. Если видео понравилось, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и делитесь своим мнением в комментариях. Это поможет каналу расти, а нам создавать еще больше интересного контента. Желаем вам интересных путешествий, чтобы ваш автомобиль всегда служил надежно, а дороги будут ровными и безопасными. До скорой встречи на канале.